Здравствуйте, друзья, готовые окунуться в мир новых эмоций. Виртуальная реальность уже изменила способ, которым мы взаимодействуем с миром, но ее влияние на эмоции гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Она помогает нам переживать чувства с новой интенсивностью, развивать эмпатию и даже находить внутреннюю гармонию. В этом видео мы рассмотрим, как VR формирует эмоциональное восприятие и открывает возможности для самопознания, терапии и творчества. Погрузимся в удивительный мир виртуальных эмоций и узнаем, как технологии помогают лучше понимать себя и других. Как виртуальная реальность влияет на эмоции? Эмоции — это основа человеческого восприятия, и виртуальная реальность может глубоко воздействовать на них. Благодаря VR человек погружается в альтернативные миры, где можно испытать радость, удивление, сострадание и даже катарсис. Этот эффект достигается за счет нескольких ключевых факторов. Полное погружение. Человек ощущает себя внутри виртуального пространства, что усиливает переживание эмоций. Стимуляция сенсорных систем. Реалистичные визуальные, звуковые и тактильные элементы вызывают сильный эмоциональный отклик. Интерактивность. Возможность менять окружающий мир и взаимодействовать с объектами создает ощущение участия и личной значимости. Эмоции, осознанность и виртуальная реальность. Виртуальная реальность не только вызывает эмоции, но и способствует развитию осознанности. Когда человек взаимодействует с виртуальной средой, он становится наблюдателем собственных реакций, испытывая страх, восторг или покой в контролируемых условиях. Это осознание своих чувств помогает лучше понимать, что их вызывает и как можно ими управлять. VR становится своего рода зеркалом эмоционального состояния, позволяя углубить внутренний диалог и повысить уровень самопознания. Кроме того, VR может обучать осознанному восприятию через направленные практики. Например, симуляции, имитирующие сложные жизненные ситуации, помогают пользователю задуматься над своими привычными эмоциональными реакциями и изменить их. Погружение в виртуальные миры также стимулирует мозг к созданию новых когнитивных связей, усиливая способность человека воспринимать реальность с большим осознанием и эмоциональной зрелостью. Давайте рассмотрим, что можно отнести к положительным сторонам виртуальной реальности в эмоциональной сфере. Первое — развитие эмпатии. VR позволяет буквально побывать в шкуре другого. Например, существуют проекты, моделирующие жизнь людей с ограниченными возможностями или сложными жизненными обстоятельствами, позволяя пользователям лучше понять их эмоции и переживания. Второе — управление стрессом и тревожностью. Виртуальные миры способны создавать расслабляющую атмосферу, помогая справляться со стрессом. Например, медитативные VR-программы и симуляции прогулок по природным ландшафтам помогают пользователям достичь состояния спокойствия и сосредоточенности. Третье — обучение и самопознание. VR используется для тренировок навыков управления эмоциями. Виртуальные сценарии могут симулировать сложные социальные ситуации, помогая человеку лучше понимать свои реакции и оттачивать навыки коммуникации. Например, существуют VR-симуляции для тренировки уверенности в публичных выступлениях. Четвертое — психологическая реабилитация. VR становится важным инструментом в лечении фобий, посттравматического синдрома и депрессии. Например, программы по виртуальному экспонированию помогают людям адаптироваться к пугающим ситуациям в безопасной среде, снижая эмоциональный дискомфорт. Пятое — творческое выражение. Виртуальные пространства дают свободу для самовыражения. Художники, писатели и музыканты используют VR для создания уникальных произведений. Например, есть приложения, позволяющие рисовать в трехмерном пространстве, создавая невероятные визуальные эффекты. Подытожив, нужно сказать, что виртуальная реальность — это не просто технологическая инновация, а мощный инструмент, влияющий на эмоциональную сферу человека. Она развивает эмпатию, помогает управлять стрессом, поддерживает самопознание и способствует психологическому восстановлению. Более того, VR помогает развивать осознанность, позволяя наблюдать свои эмоциональные реакции, управлять ими и трансформировать привычные шаблоны восприятия. Это не просто погружение в виртуальную среду, а возможность углубить понимание себя и своего внутреннего мира.
Однако важно помнить о балансе. Несмотря на положительные эффекты, виртуальный мир не должен полностью заменять реальное взаимодействие. Возможно, в будущем VR станет еще более продвинутым, позволяя глубже изучать и направлять эмоции. Оставайтесь любознательными и смелыми в изучении мира, как реального, так и виртуального. Желаю вам вдохновения и внутреннего баланса. Всего доброго, дорогие друзья!